Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с историей возникновения небесных врат Риги. Аэропортов, то есть. Сколько их было, сколько осталось и в каком они нынче состоянии. Заранее благодарю вас за просмотры, лайки, добрые комментарии. А если хотите меня поддержать финансово, например, помочь накопить на новый микрофон для лучшего звука, то в описании будет ссылка на Бусти. Ну что ж, полетели! Начнем мы с вами, как обычно, с самых истоков, когда американские механики-самоучки Уильбер и Орвилл Райты, вдохновленные трудами Отто Лилиенталя, 17 декабря 1903 года провели первые в истории авиации испытания самолета. Кстати, интересный факт. 19 апреля 1944, более чем через 40 лет после первого исторического взлета, Орвилл Райт совершил свой последний в жизни полет на новейшем на тот момент поршневом дальнемагистральном авиалайнере Lockheed Constellation. Он отметил, что размах крыльев Constellation был больше, чем дистанция его первого полета. Вот так-то. Весной 1906 года братья Райт решили, что выгоднее всего будет продать свое изобретение в Российскую империю, и написали письмо военному министру. После многих лет экспериментов и научных исследований мы создали летательную машину тяжелее воздуха, пригодную для военных целей, и которую мы готовы продать правительствам разных стран. Мы предлагаем предоставить летательный аппарат без каких-либо баллонов с газом, который будет нести человека по воздуху со скоростью более 30 миль в час и иметь запас горючего для полета более чем на 100 миль. Обучить полетам на аппарате представителя вашей страны. Сообщить назначенному вашим правительством специалисту наши экспериментальные и научные данные, что обеспечит успех и дальнейшее развитие вашей авиации. Предоставить формулы, необходимые для конструирования летательных машин любых размеров и скоростей. Далее братья Райт сообщили, что хотя они и не передают эксклюзивных прав на свое изобретение, но согласны воздержаться на некоторое время от продажи самолета другим странам, если Российская империя подпишет контракт с ними. Прежде чем получить деньги, Райты обещали продемонстрировать представителям российского правительства полеты своей машины. В момент получения этого письма в российских правительственных кругах, шокированных недавним поражением русской армии в войне с Японией, активно разрабатывались планы использования летательных аппаратов для армии и флота. Однако ставка делалась на аэростаты и дирижабли, так как все прежние попытки построить самолет неизменно заканчивались неудачей. О Райтах же в России ничего не было известно. Вполне естественно, что на этом фоне реакции на письмо братьев Райт не последовало. Ситуация изменилась в 1908 году, когда Райты в очередной раз усовершенствовали свой самолет Райт-А. Благодаря новому двигателю он теперь мог поднимать 2 человек, причем и пилот, и пассажир располагались сидя, а не должны были лежать на крыле, как прежде. И Уильбер Райт с триумфом продемонстрировал свой самолет во Франции, побив все существующие на тот момент авиационные рекорды. Райт-А выгодно отличался от первых европейских самолетов скоростью и маневренностью, был способен летать не только в штиль, но и при ветреной погоде. Среди наблюдавших за полетами были и русские военные. В том же 1908 году военное министерство Российской империи приняло решение о развитии военной авиации. Наряду со строительством собственных самолетов сочли необходимым приобрести 2 иностранные машины, в том числе и 1 Райт. Производители гарантировали, что самолет будет поднимать 2 человек и иметь запас топлива на 3 часа полета при скорости 55 км в час. Однако Российская империя так и не получила свой самолет. В 1909 при пробном полете он упал и разбился. Катастрофа произошла на глазах у русского офицера, присланного во Францию для приемки самолета и обучения полетам на нем. Чтобы сгладить ситуацию, Орвилл Райт дал указание построить и отправить в Петербург 2 новых летательных аппарата.
после катастрофы поползли слухи о ненадежности конструкции Райта. И хотя военное министерство не аннулировало заказ, Всероссийский аэроклуб, также намеревавшийся приобрести американский самолет, решил повременить с подписанием контракта. Помимо государственных Райтов, в Российской империи был один такой самолет, приобретенный и на частные средства. Его купил директор рижского завода «Мотор» Теодор Калеб. Калеб одним из первых в Российской империи решил наладить выпуск самолетов и моторов к ним, и Райт должен был послужить образцом для первой партии машин российского производства. На этот раз самолет приобрели в Берлине у фирмы Flugmaschinen Райт. Аппарат доставили в Ригу 2 марта 1910 года. Для полетов из-за границы пригласили летчика Арнсена. Публичные испытания состоялись 30 мая на Рижском ипподроме. Они окончились полным провалом. Из 7 попыток Арнсену только один раз удалось подняться в воздух, но полет окончился аварией. При развороте сломалась межкрыльевая стойка с прикрепленным к ней бензобаком. Это произошло у самой земли, поэтому летчик остался невредимым. Месяц спустя Арнсен вновь сделал попытку полета, и снова неудачно. Несмотря на это, Калеб не охладел к своей затее. Убедившись в необходимости строить авиационные моторы для летательных аппаратов русской постройки, писал он в одном из документов, мы приступили в 1910 году на нашем заводе в Риге в Зассенгофе к постройке авиационного двигателя автомобильного типа. Первый построенный нами мотор мощностью 35 лошадиных сил с водяным охлаждением был установлен на аппарате Райт, и с ним были совершены многочисленные полеты. Изготовленный в Риге мотор представлял собой модификацию райтовского двигателя и благодаря многим усовершенствованиям развивал на треть большую мощность. Самолет типа Райт также был построен на заводе «Мотор». Чтобы сделать пилотирование более простым, Калеб снабдил самолет небольшим горизонтальным стабилизатором, а дополнительно к полозьям под крылом установил колесное шасси. 11 января 1911 года рижский летчик Траутман на этом усовершенствованном Райте совершил полет с заводского аэродрома. Преодолев несколько километров, он благополучно приземлился на окраине Риги. Демонстрационные полеты для широкой публики проходили недалеко от Засулаукса, в Золитуде, или, как этот район раньше назывался, Солитюд. На месте современного жилмассива был ипподром, который и использовался в качестве летного поля. 14 апреля 1912 года в небо над Золитудой поднялась Лидия Зверева, первая женщина-пилот в Российской империи. К сожалению, тот первый полет закончился неудачно. Аэроплан перевернулся, и летчицу выбросило из кабины. Но все же последствия были не столь серьезными. Зверева отделалась легкими ушибами и не сдалась. Лидия Виссарионовна горела небом. Вместе со своим супругом Владимиром они устроились на вышеупомянутый завод «Мотор» на улице Шампетера, 41 и начали конструировать и испытывать новые модели летательных аппаратов. При заводе была и летная школа, где Лидия Зверева преподавала. Уже в октябре 1913-го с конвейера сходят первые 2 машины – самолеты-разведчики «Фарман-16». Испытания прошли успешно, и авиаторы получили новый заказ на изготовление еще 8 машин. И с этим заданием они справились на отлично. Супруги мечтали о новых конструкциях, о строительстве еще одного современного аэродрома. Но, к сожалению, помешала война. Однако это не все достижения отважной авиаледи. Она стала первой женщиной в Российской империи, совершившей мертвую петлю на моноплане «Моран». Вот что об этом писала газета «Рижский вестник» 19 мая 1914 года. Цитирую. «Моран быстро набирал высоту – 500, 600, 700 метров. На отметке 800 аэроплан неожиданно завис в воздухе и нырнул вниз. «Ах!» – почти одновременно вырвалось у собравшихся внизу зрителей. Но через несколько секунд вновь раздался рокот мотора. Аэроплан устремился вверх и описал петлю.
Затаившая дыхание толпа взорвалась аплодисментами, а спустя еще несколько мгновений красивой спиралью самолет спланировал к самым трибунам. «Браво! Браво!» летело со всех сторон. Госпожа Зверева останется у рижан в благодарной памяти как первая из дочерей Евы, познакомившая нас с высшей школой авиации, первой русской авиатрисе «Слава». Достижение Лидии Виссарионовны отметил даже Петр Николаевич Нестеров и отправил ей письмо с восхищением и благодарностью за труд. Как я уже говорила ранее, Первая мировая война помешала планам супругов авиаконструкторов, и они вместе с мастерской и авиашколой перебрались в Петроград. До мая 1916-го удалось изготовить еще около 80 фарманов и моронов, нескольких военных типов. 15 мая 1916 в возрасте 25 лет Лидия Виссарионовна Зверева ушла из жизни. Причиной скоропостижной кончины стал тиф. В 1919-м Засулаукс и Залитуде стали частью Риги. Вместо ипподрома и летного поля появились жилые дома и огороды. В 80-х годах XX века от горожан поступило предложение назвать одну из улиц в Залитуде именем Лидии Зверевой, но, как видите, просьба так и осталась без ответа. Стоит отметить, что Рига в начале XX века была колыбелью авиастроения. Помимо всего вышесказанного, на Руссо-Балте трудился авиаконструктор Игорь Сикорский, создавший первый в мире тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Илья Муромец, из которого потом сделали гидроаэроплан, и в свой первый тестовый полет он отправился с испытательной авиационной станции Балтийского флота в Либаве, Лепое, то есть. Во время Первой мировой войны Спилвские луга тоже уже использовались для нужд военной авиации. Взлетно-посадочной полосы тогда не существовало, и посадка производилась прямо на землю. После войны на территории площадью 51 гектар на участке между железной дорогой Рига-Балдерая и шоссе была устроена гражданская авиагавань. В июле 1921-го самолет «Фоккер», принадлежавший немецкой компании Danziger Luft Reederei GmbH, совершил первый пассажирский рейс из города Данциг в Ригу, а в сентябре через Ригу в Таллин. До августа 1921 года по этому маршруту также летали почтовые самолеты Danziger Luftpost на самолетах Junkers F-13. Вскоре самолеты немецкой авиакомпании Lloyd Luftdienst начали выполнять регулярные рейсы в Ригу через Мемель. С 1922 по 1927 эстонская авиакомпания Аэронавт осуществляла регулярные полеты по маршруту Таллин-Рига, а с 1924 по 1927 по линии Таллин-Рига-Мемель-Кёнигсберг. Параллельно с 1923 по 1925 Латвийское акционерное общество воздушного сообщения совместно со скандинавской Scandinavians Luftruter выполняло рейсы Рига, Мемель, Кёнигсберг, Данциг, Берлин и Рига-Таллин. Да, раньше подобные условно дальние маршруты выполнялись со многими остановками. А вот, например, путешествие из Брисбена в Лондон занимало 12,5 дней, и на пути следования была 31 остановка. В 1928 году аэропорт Спилове был включен в маршрутную сеть германо-советской авиакомпании Derу Luft. С этого времени здесь приземлялись самолеты, поддерживавшие воздушное сообщение между Берлином и Москвой, а также Таллином и Ленинградом. После ликвидации Derу Luft в 1936 году маршрут Берлин-Рига-Таллин-Хельсинки был передан немецкой государственной авиакомпании Люфтганза, которая использовала 18-местные самолеты. 17 августа 1932 года польская авиакомпания LOT с 8-местными самолетами открыла рейсы на трансконтинентальной линии Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс, Варшава, Львов, Бухарест, София, Салоники, Афины с возможным продлением до Палестины.
Полеты выполнялись трижды в неделю. С 1 июня 1937 года шведская авиакомпания «Аэротранспорт» с 12-местными самолетами и советский «Аэрофлот» с 10, 16 и 20-местными машинами начали выполнять рейсы по маршруту Стокгольм, Рига, Москва. 15 июня 1937 года была открыта линия воздушного сообщения Рига-Лепая, обслуживаемая первой латвийской государственной авиакомпанией Valsts Gaisa Satiksme с 2 7-местными самолетами. С 1938 воздушное сообщение по этому маршруту стало круглогодичным. До 1939 планировалось открыть линии Рига-Вентспилс-Лепая и Рига-Крустпилс-Даугавпилс, но эти проекты так и не были реализованы. Аэропорт Спилвы заметно развивался. Если в 1936 году ежедневно обслуживалось в среднем 40-50 пассажиров, то в 1938 уже около 100, включая транзитных. В 1938 по проекту архитектора Давида Зариня было построено новое здание аэровокзала с залами ожидания для пассажиров, рестораном, почтой, таможней, полицией, комендатурой и метеостанцией. Для определения географического положения самолета в воздухе использовалась радиопеленгационная станция системы Телефункен. 22 июня 1941 года аэродром был разбомблен немецкой военной авиацией. Когда германская армия вошла в Ригу, аэропорт частично восстановили и даже возобновили гражданские полеты в Берлин и Хельсинки. Однако при отступлении в 1944 немецкие войска снова нанесли значительный ущерб аэровокзалу. После Второй мировой войны первыми были восстановлены рейсы в Москву, Таллин, Каунас, Лепою и Даугавпилс. В мае 1954 года было завершено строительство нового здания аэропорта Рига. Архитектор Сергей Воробьев. Rīgas aerodromā jauna lidosta. Tās veidošanā piedalījušies mūsu republikas labākie celtnieki un lietišķās mākslas meistari. Visapkārt paveras acīm tīkams skats. Te viss kalpo pasažieru ērtībām un patīkamai atpūtai. No jaunās lidostas ikdienas ved neskaitāmi gaisa ceļi uz mūsu dzimtenes galvaspilsētu Maskavu, uz Ļeņingradu, Kijevu, Tallinu, Minsku, Ļvovu, Odesu un citām pilsētām. Таким образом, аэровокзал Спилве стал центральным аэропортом Рига союзного значения. Для рейсов использовались самолеты Ли-2, а с 1959-го Як-12. Самолеты Ан-2 летали в Вентспилс и Резекне, а с лета 1962 года и в Кулдыгу. С 1960-го Ил-14 использовались для рейсов в Лепою и Москву. После пополнения авиапарка самолетами Ил-18 эти машины начали выполнять рейсы в Москву и более удаленные пункты уже с аэродрома Румбула. Причиной стало ЧП.
Самолету Ил-18, приземлявшемуся в Спилве, не хватило взлетно-посадочной полосы, и он, выехав за пределы летного поля, выкатился на Балдерайское шоссе и навис частью фюзеляжа над Даугавой. Аварии удалось избежать только чудом. Тогда большие самолеты перевели в Румбулу, где дислоцировались истребители, и начали строить большой аэропорт, отвечающий всем современным требованиям. Поля у усадьбы Маз-Юмпрова на правом берегу Даугавы для разведывательных полетов и бомбардировки позиций противника вооруженные силы Латвии использовали еще осенью 1919 года. До 1940-го это был военный аэродром авиационного полка латвийской армии. Румбула перестала принимать гражданские рейсы в 1974 году. Позже авиапарк дополнили Як-40 и Ан-24, которые летали в пункты, расположенные в радиусе до 1200 километров от Риги. До 1975 года аэропорт Спилве оставался одним из крупнейших аэропортов западной части СССР, одновременно принимая более 50 самолетов. После строительства аэропорта Рига в Скулте значение Спилве снизилось, и до 1986 он использовался только для местных рейсов. А в конце 80-х и вовсе перестал принимать гражданские самолеты и использовался исключительно для подготовки студентов Рижского института гражданской авиации. Комплекс Рижского аэропорта в Скулте строился с 1965 до октября 1974 года. Главное здание аэропорта проектировал Московский институт «Аэропроект», архитектор Леонид Иванов. Дизайном интерьера занимались Александр Станкевич и Армин Пунка. Jūs dodaties uz Tallinu, Taškentu, Novosibisku, bet varbūt uz Jaltu, Tbilisi. Komandējumā viesos atpūtā, tad jums noteikti ir labs garstāvoklis. Drīzumā to vēl uzlabos arī celtnieki, arhitekti, mākslinieki un Rīgas jaunās lidostas personāls. Moderna apdare. Racionālais telpu iekārtojums ļaus dienakti apkalpot līdz 15,000 cilvēku. Ērtas zāles tranzīta pasažieriem, izies līdz lidmašīnas trapam. Tā ir lielo ritmu elpa. Jaunajā lidostā pašlaik jau darbojas dažādi dienesti, jo caur Rīgas zonas gaisa telpu lido 25 pasaules valstu lidmašīnas. Šodien dežūrē Anna Ļapina. Sieviete, kas pati lidojusi. Sieviete, kas kara gados mācījusi lidot citus. Un tagad, vai nav zīmīgi, vīriešus, kas lido virs mākoņiem, vada sievietes balss, zemes balss. 42 380 Рига отвечает. Эшелоне 8400, Печоры, 30 на персонал, 38 Пилотова. 42 380 Рига приняла. Продолжайте исследовать на 8400. Доложите Корсава. Да, 380 понял. Riga to go, Britannia 4153, Golf Lima at 42, level 9,000 meters, Echo Lima at 49. Māra Rommele. Viņas darba biogrāfija tikai sākas. 153, maintain flight level 9,000 meters and report overhead Echo Lima, over. 4153, right up. Tairang lead machine Boeing 777, no London uz Москву. Помимо главного и служебного, в комплекс входил также учебный корпус, где будущие пилоты и диспетчеры проходили практические занятия. В главном здании располагались залы ожидания, билетные кассы, справочное бюро, кафе и киоски. Регулярные пассажирские перевозки начались в 1975 году самолетами Ил-18 и Ту-134А.
из аэропорта Рига выполнялись рейсы почти в 100 городов Советского Союза, во все столицы союзных республик и в крупнейшие промышленные и туристические центры. Регулярных прямых рейсов за пределы СССР из Риги не было. Для этого необходимо было лететь через Москву. Возможно, кто-то из вас не знал, но из Советского Союза можно было улететь в 75 городов мира, в том числе Женеву, Берлин, Нью-Йорк, Милан, Марсель, Осло, Куала-Лумпур и Лондон. И это были не разовые, а вполне себе регулярные рейсы. Например, в 1973 году Ил-62 по маршруту Москва-Лондон летал 5 раз в неделю. Правда, билеты на международные рейсы были довольно дорогими. Например, в начале 70-х самым дорогостоящим было путешествие из Москвы в Токио. В один конец билет обошелся бы в 1658 рублей в первом классе и 1022 рубля в эконом-классе. Это при средней зарплате в 125 рублей. Но тут ничего удивительного нет, потому как на заре своего существования любое начинание будет стоить дорого. Вспомните тарифы мобильных операторов лет 20 назад. Да и не надо далеко ходить, те же смартфоны. Первый iPhone стоил примерно как 3 средние зарплаты. В 1986 году аэропорт Рига обслужил примерно 900 тысяч пассажиров и переработал 12 тысяч тонн груза и 500 тонн почтовых отправлений. В конце 80-х годов на пассажирских линиях использовались самолеты Ту-154Б2, Ту-134Б и Ан-24. Для грузовых перевозок применялись самолеты Ан-26. 1 декабря 1989 года Аэрофлот самолетом Ту-134А начал выполнять регулярные рейсы по маршруту Рига-Таллин-Стокгольм дважды в неделю. Воздушное судно отправлялось в путь из Риги по понедельникам и пятницам в 11 утра. В 1991 году бывшее латвийское отделение Аэрофлота было разделено на 3 самостоятельных предприятия. Латвijas Gaisa Satiksme, латвийское воздушное сообщение, авиакомпанию Латавио, а также государственное предприятие Рига, в состав которого вошли международный аэропорт Рига, а также аэропорты в Лиепае и Даугавпилсе. Аэропорт Рига в Скулте стал международным. В 1994 году состоялась первая серьезная реконструкция. Отремонтировали взлетно-посадочные полосы, заменили системы освещения, освежили административное здание. Закупили новые автобусы для пассажиров, а также спецтехнику для обслуживания взлетной полосы. Постепенно обновлялся технический парк аэропорта и создавались новые автостоянки. В 1995 году была основана национальная авиакомпания Латвии Air Baltic, и 1 ноября состоялся первый рейс на самолете Saab 340. В 2001 году одновременно с празднованием 800-летия Риги завершилась модернизация аэропорта. К 2003 количество обслуженных пассажиров увеличилось до 712 тысяч в год. Благодаря улучшению общей экономической ситуации в Латвии, а также приходу на рынок страны так называемых лоукостеров Ryanair и EasyJet, аэропорт начал стремительно развиваться. Уже в 2004 году впервые в своей истории аэропорт обслужил более 1 миллиона пассажиров за год. В 2005 удвоил свой показатель, а в 2006 число выросло до 2,5 миллиона. С каждым годом цифры росли и в 2008 уже составили почти 3,5 миллиона пассажиров. В 2008 году мэр Риги Янис Биркс предложил переименовать аэропорт в честь первого министра иностранных дел Латвии Зигфрида Анны Мейровица. Однако это предложение не получило поддержки. В мае 2009 года государственное акционерное общество «Международный аэропорт Рига» получило престижную премию в области маркетинга Airport Marketing Award как лучший аэропорт Скандинавии и Балтийского региона, опередив аэропорты Копенгагена и Стокгольма.
В 2015-м завершилось расширение терминала Рижского аэровокзала. Для пассажиров, путешествующих за пределы шенгенской зоны, были обустроены новые сектора посадки и увеличены залы ожидания. В ноябре 2023-го аэропорт Риги объявил первый этап тендера на строительство нового пассажирского терминала, в который также входит комплекс по обработке и сортировке багажа, новые подъездные пути, многоуровневая парковка и соединение аэропорта со станцией Rail Baltic. Проектируемый объем строительства нового терминала составляет 45 тысяч квадратных метров, а стоимость работ оценивается в 167 миллионов евро. Начало строительных работ было запланировано на третий квартал 2024, а завершение к концу 2028. Ну что же, ждем. На данный момент самые популярные направления из Риги – Лондон, Хельсинки, Осло и Таллин. Так, а что у нас с аэродромами Румбула и Спилве? В 1979 году военный аэродром Румбула был перенесен в Лелварде, поскольку стратегические объекты должны находиться вдали от крупных городов. На данный момент Румбула находится в упадке. В 90-е там находился большой авторынок, потом уличные гонщики устраивали там драг-рейсы. Насколько знаю, сейчас это запрещено. Будущее территории весьма туманно. В 1990-х авиационный центр Спилве использовался как аэродром для частных полетов и тренировок парашютистов. В целом у авиаторов планов было громадье. На открытие независимого латвийского авиаклуба пригласили даже католических священников, чтобы те благословили начинание. Но снова что-то пошло не так. В 2001-м здание аэропорта использовалось Латвийским новым театром для демонстрации некоторых постановок и проведения фестиваля Homo Novus. В 2002-м Департамент имущества Рижской думы сдал здание Спилвской авиагавани в аренду на 25 лет фирме SIA Baltijas Projektu Birojas. Однако создать из бывшего аэровокзала какой-то внятный центр притяжения снова не удалось. В 2015-м внутри появилась экспозиция, посвященная латвийской авиации. Помещение находится в упадке, но, тем не менее, сдается под фотосессии и съемки. На поле по-прежнему садятся небольшие самолеты и проводится обучение пилотов малой авиации. Что же, дорогие друзья, у меня на сегодня все. Весеннего вам настроения и до скорой встречи! Lidosta Rīga. Objektu kompleksā projektēšana un noformēšana ir kombinēta darba pamatvirziens. Projekta galvenais autors, mākslinieks Aleksandrs Stankievičs, sapludinājis vienotā ansamblī dažādus mākslas žanrus. Gunāra Mitrievica dekoratīvā keramika, Vladimira Bekmaņa pogriezumi. Plaša ir kombinēta māksla darbības geogrāfija. Mūsu mākslinieku un meistaru darbus var redzēt daudzās Padomju zemes pilsētās – Maskavā un Magadanā, Černigovā un Rīskā.